Так, ребят, иду по льду, а здесь все растаяло. Просто нереально. Сейчас покажу вам. Просто нереально. Смотрите, вот уже вода. И вот так. Все, лужи пошли. Не знаю, может даже лед так. Так даже может лед за пару недель растаять. Насколько долго. Зато вот смотрите, сани по волнам быстро-быстро бегут, и я без напряга их тащу. Хоть какой-то плюс. Вот. Там у ребят буду искать места, где вот именно воды нету, чтобы не сидеть в центре лужи. Ну, сейчас дойду по-быстрому, выберу место, у них вроде там есть такие места, и буду ставить палатку. Ну, блин, с одной стороны классная погода, тепло, +3, и вот идти хорошо, сани скользят идеально, а с другой стороны не хочется в луже сидеть. Сейчас найду все, расположусь, все увидите. Там мои друзья, иду к ним. Вот полы, сейчас буду расстилать. Получилось так, что я просверлить не удается после того, как я уже поставил пол. Я наметил дырки, снял липучку и, наметив дырки, сейчас просверлю, а потом уберу всю эту шугу и прилеплю обратно половинку. Просверлил. И что мне очень понравилось, легкость установки. Просверлил, убрал всю шугу. Опять обратно. Примерился. Вот. Так, наоборот. Вот. И в том же самом порядке прикрепил. Вот, видите, обратно. Здесь реально внизу вода. Полы отлично держат. Ничего не пропускает. Ну, по итогу рыбалки уже конкретно скажу. Когда сутки пройдут. И лунки я вот взял 20-й вырез. И 200-й бур взял. Вот прорезал. Сейчас буду расставляться. Все, пол стоит. Отлично. Сейчас буду ставить удочки, закармливаться и ловиться. Все, наконец-то расставился все эти принадлежности. Сейчас первым делом закормлюсь. Так, мотылька взял на сутки. Ну, правда, много взял. 2 килограмма. Может быть, завтра до вечера посижу. Просто 1,5 суток. Как прикормишь, так и половишь. Так, ну, по обычной схеме стартовый закорм. Сухая прикормку я сюда уже насыпал. И сейчас вот, наверное, прям половина сразу закину. Корм у меня есть. Поэтому не буду экономить на прикормке. Сразу полкило закину. Ну, посмотрю, сейчас по 2 кормушки в каждую лунку засыплю. Смотрю, что на остатках получится. Ребята редко, но полавливают. Приехал, у меня здесь друзья сидят. Кто-то ловит, кто-то пьет, кто-то отдыхает. Необычно. Полы черные, новые. Вот, видели, постелил. Да. Через неделю я обязательно сделаю. Выйдет видео, как я их клеил. От А до Я, как говорится. Как вы любите все.
И сегодня я вот взял, наконец-то мне палатка позволяет, не забыл кресло с собой. Стул, в общем, для того, чтобы сидеть. Так, погнали прикармливаться. Кормушка у меня небольшая, поэтому думаю по 3 раза закормиться. У меня какая-то средняя она. Я не буду прикармливаться высоко, поднимать кормушку, потому что здесь есть течение. Оно небольшое, но оно есть. Шуга поднялась. Первая поклевка. Выложил, как обычно, не вовремя. Ну как не вовремя? Всегда неожиданно. Всегда первая, она всегда самая неожиданная поклевка, мне кажется. Так. Давай. Ах ты. О, неплохой вариант поклевки. Мне нравится. Ребят, вот такой подлещ. Грамм 500 я снес на коромысло. Так, значит, надо поставить 2 коромысла и 2 крючков. На коромысло клюнул. Ну что, на начало положено. Надеюсь, рыбалка будет отличная по лещу. Приехал, закормился, и вот где-то получается через какой-то промежуточек времени, где-то минут 30-40 прошла поклевка. Ну что, начало положено. И подлещик хороший. Ну что, коромысло насажено. Ставим 2 коромысло. Смотрите, ребят, у меня вот коромысло сверху чуть-чуть. Вот видите, да? Крючочек. Где сантиметров 10. И вот внизу. Сейчас 2 коромысло поставлю, так как на коромысло лучше идет. Сейчас буду 2 ставить. У меня получается 2 по крючку стоит. По 2 крючка. И 2 по коромыслу будет удильщик стоять. Уберу одну, у меня стоит мормышка плюс крючок. Вот его уберу. Решил подкормиться. Сейчас навожу прикормку и вот поклевка. Ох, нормально, нормально. Бойкий какой. Выскакивает. И он тут, ух ты, что, выход что ли? Ну да, наверное, выход какой-то пошел. Вечерний. 1 есть, 2 есть. Был обрыв, оторвал крючок. То есть рыбалка началась. Ну, такой, ну это меньше 500 грамм. Есть. Прикормился, подошел. В общем, кормить надо, а не сидеть и кричать, что не клюет. Вот, прикормился 10 минут и вот он. Отличный экземплярчик. Надо коромысло ставить, наверное. Вот такой, ребят.
Зацепил соседний. Ах ты. Не очень приятно. Конечно же. Он поплавок прыгает. Слушайте, он что, еще и ту зацепил? Ух ты. Это коварная рыба. Забрала все оснастки. И как-то... Да. Почему заплавник? Первый лещ пойманный заплавник. И самая приятная история, когда лещ путает 2-3 удочки. Когда есть единственная лунка, на которую не направил я камеру, она как раз и клюет всегда. Вот такая вещь сейчас творится. Тащу. Классно. Ух ты, не хочет в лунку лезть, видит свет. Опа. Ты зараза. Коромыслица работает. Хорошо. Вот такой подлещик. Когда начинаешь чем-то заниматься, рыба начинает клевать. Я решил поесть, приготовить. Она клюет, зараза. Хорошо. Не дает скучать. Но не сильно. Клев такой слабенький. По сравнению с предыдущими, слабенький. Выходными. Когда я был. Ну, хорошенький. Хотя бы не мелочь пузатая. Блин, да чё ж ты не дашься-то никак. Все, надоело. Коромысло хорошо клюет. Грамм 500 есть. Сопливый. Пока радует. Я поставил себе 3 коромысла. Вот как раз 3 коромысла и поклевывает. Одна удочка у него стоит, поплавок, на который крючок. Вот, двигается. Вспомни. И может она заклюнет. Так. Все, отлично. Ждем поклевки. Опа. Выложил. Есть. Опа. Есть. Отлично. Сейчас посмотрим, что там у нас в лунке просится наружу. Давай, вылази. Здесь леска нормально, 12-я. И не 0,1. Опа. Что? Ну, неплохой экземпляр, грамм 400-500. Вот такие идут. Коромысло в действии. Опа, вообще в наглую клюет. Опаньки. Все отлично. Так, ребята, тащим
очередного подлещика. Мне кажется, чувствительная оснастка дает свои результаты. Я отвешивал очень долго эти коромысла, поплавкам дома в ведре, поэтому при малейшей поклевке сразу видно ее. Мне кажется, это важно при ловле леща. Ух ты, субмарина какая. О, и сразу, видите, отцепился. Вот. О, хороший, грамм 500. После поклевки я вижу, если мотыль все нормально с ним, то я подсаживаю 1-2 мотылька свежих на крючок. Ну, мне это, думаю, помогает. Хотя это, наверное, суеверие. Пока все отлично идет. Все, ждем поклевки. Так, выложила. Подошел. Давай, друг, сюда, а то сейчас удочки начнешь соседние собирать. Надо, наверное, коромысло ставить. Ну, коромысл хорошо сейчас идет. Так, что-то в обратную пошел. То шел. Свет увидел и ушел. Опа. Так. Нормально. Процесс идет. Главное не останавливать процесс, подкармливать. Так, только я грешил и уже хотел менять поплавок клюнул. Ну что, не буду тебя менять, оставлю, раз ты клюешь. Хорошо бьется. Свет видит. Ближе к лунке. Опа. Ах ты! Блин, ушел. Отцепился прямо в лунке. Вот зараза. Ладно, подновлю и заброшу. Лунки у меня 200-е. 200-м буром рулил. Прям отлично заходит. Но вот видно, света много в него попадает. Лещ прям сильно сопротивляется, когда видит свет. Война войной. Еда по расписанию. Так, ну что, ночной обед. Говорят, нельзя есть. Но мы едим тогда, когда можно вообще, клев позволяет. Итак, ребят, у кого есть, вытрясайте холодильник, тоже ешьте. Очень долго не было клёва. Около часа, наверное. Или даже 1,5. И вот первый выход. Шевеленки пошли. Ближе к полуночи сейчас уже. Коромысло работает. Отлично. Ну, как говорится, только захочешь спать и приготовиться пойти, сразу начинается клёвое. Ух ты, блин, сошел. Видите, верхний крючок сработал. Опа. Ребят, первая утренняя поклевка. Прикормился и вот выложил поплавок. Отлично. Ночью клевало, ночью хорошего одного поймал. Но я спать хотел и уже лег спать. Клевало слабо, поэтому спать лег. О, ух ты, больше какой. И размер приятный. Ну что, доброе утро. Всем доброе утро.
Опа, еще одна поклевка. Вот это, да, смотрю, складывается. Вот так вот. Оп, оп, оп. Опаньки. Есть. Ушел. Блин, зараза. Ну что, бодрячком началось. Я сейчас по-быстренькому проверять и выставляться. Так, ребят, доброе утро. Ночью было похолодание. Я когда пришел, было все, вы видели, все прям плыло. А ночью подморозилось. Получается, в мороз пошло. Это не очень хорошее. Обычно хорошо клюет, когда на тепло идет. Но в любом случае, у меня было 3 с утра поклевки. Вот одну вытащил, 2 не успел. Вот сейчас... Ух ты, ух ты. Оп. Нет, не успел. Перецепились. Эх ты, зараза. Да. Так как говоришь, нет поклевок, сразу клюет. Так. Сейчас попью кофе. Выйду, покажу наш палаточный город. Сейчас утро субботы. Где-то в районе 7-8. И городок уже прирастает. И идут сверлицы. Вот как раз с чем связано, что плохо поклевывает. Вообще хорошо поклевал с утра. Но идут сверлиться. Где-то каждые 15 минут кто-то сверлит. И здесь вот недалеко. Ну, естественно, рыба пугается, отходит. Если бы не было сверления, сейчас было нормально, на точке стояла бы рыба. Она подходит, начинает кормиться. И кто-то начинает сверлить. Неизбежный процесс. Сразу же она напрягается, отходит. Ну, в общем, перестает питаться. Потому что для рыбы, мне кажется, безопасно на первом месте. Вот. И баллон оставил на улице. Чуть подзамерз, занес его. Сейчас он оттает. Нормально пошел газ. А когда оставляешь его на улице, то он подмерзает. И там же 2 газа, он расслаивается. 1 только идет. Сейчас. В общем, доброе утро, ребят. Кофе с утра на природе. Такая вещь. Так, все. Стоят поплавки. Не шевелятся. Пойду на улицу. Опа. Здесь ребята стояли, уехали наши. Здесь вот, ну вот, как я вам говорил, вот подходят люди. И сверлятся между нами уже. Они больше вредят всем нам, чем ловят. Там русло уходит. Вот по руслу люди стоят. Вот такое солнечное доброе утро. Солнце встало. Отлично. Погода. Вот. Уже можно ходить по льду без воды. Все подморозилось. И вон там у нас тоже это Дима стоит. Сейчас я вам покажу прикол один. Так, вот смотрите. Сейчас я вам покажу флаг. У человека висит. У меня такого нету. У меня есть наклейки. Общество. Видите? Алкофишинг. В РН. Вот, видите? Есть такое сообщество. Алкофишинг в РН. Вот. Я с ребятами дружу, вхожу в него. Вот. Половина не пьют. Просто прикалываются. Интересное сообщество. Ну, идейных рыбаков. А я вот его председатель сейчас покажу. Дмитрий, здравствуйте. Добрый. Вот. Вот главный алкофишер, который вообще не пьет. Вот его знамя развивается. Весь в бутыле. Но зато с телевизором. Все как дома. Телевизор, чайник, все дела. Дим, ну что поймал? Я с утра ничего. С утра я поймал. У меня было 3 поклевки. Не было. 2 не успел вытащить, а 1 вытащил. Ничего мне не было с утра.
Единственное, после ночи 2 удочки вот так было. Вот я крайне оставил и оторванный. Я понял. А у меня ночью каждый час клевал, я уж перестал их вытаскивать. Но одного прям хорошего такого, ну вот такого, Дим. Такого вот еще. Ну, где-то грамм 800 вот так. Ну да, бывает такие. Что прям все в мотыле. Кормишь, не жалеешь. Ну вот, комфортное жилье председателя сообщества. Не будем мешать, пойдем. Приходи на кофе, если хочешь. Вот как раз утро. Там тоже вот русло идет. Мужиков куча. Чем все на леща. Ну все, хорош ходить. Холодно. Пошли домой. О, уже выложила, да? Ух ты, блин. Вот видите, пока ходил, выложила поплавок. Надо садиться и ловить. С утра должен быть хороший клев, если вот эти, кто там, заразы, перестанут сверлить, блин. Так, ну все. Ждем поклевочки. Вот этот, да? Вот он поклевывает. Я вам показывал там флаг, пытался показать, но он на ветру. В другую сторону развернут ветер. Не очень. Сейчас покажу вам эмблему. Ну вот так, с чувством юмора люди подошли и назвали свое сообщество друзей по рыбалке. Вот. Ну, вместе обмениваются информацией, ездят на рыбалку. Приятное время проводят. Что, днем поменьше стал клевать. Но вот есть поклевочка. Ой, да это, наверное, какая-нибудь плотва. Что она бешеная какая-то. Ну да. Ух ты. На верхний крючок. Плотва. Блин, зацепилась коромысла. А, вот, все, отцепилась. За кромку льда. Ребят, ну, вот такая плотвичка бойкая. Не буду ее долго мучить. Давай. Опа. Все, ушла. Затишье было дневное. И вот какая-то поклевка. Но мне кажется, так вот плотва бьется. Плотва. Плотвинная вот прям. Либо небольшой подлещик. Да, плотва. Опа. Ребят, плотва подходит вот такая. Но раз она ловится, а многие любят ее на засолку, я тоже возьму себе. Прям спина такая толстая. Так что берем. Так, подошло. Ну, это уже подлещик. Может, просыпается он так? О, нет, опять плотва. И что получается? Плотва теперь у меня одна будет клевать на верхний крючок. Так, поклевка давит хорошо. Я надеюсь, что все-таки это наконец-то подлещ подошел. Да, давит прям сильно. Фрикцион прям вырывает. Давай. Уставай наконец-то, а. Уже. Опа, окей, вон он. Идет. Вокруг лунки. Боится заходить. Ну, какой-то реактивный. Опа. Коромысло. Сработало. Так, хороший подлещик клевал. Зацепился он тоже отлично. Так мог уйти. Ну, где-то район 400, там, 500 грамм. Ну, наконец, не хочется плотву совершенно ловить. Лучше пускай уж подлещик клюет. Странная поклевка была. Я вот одну удочку поставил в полводы. Мне кажется, это плотва. Потому что в полводы только плотва может клевать, наверное. Да? Да. И хорошая плотва. Блин, классная. Хороших размеров.
Прям плотвичка. Вот такая, ребята. Бойкая, толстая. Такая. Итак, ребята, вот смотрите, все. Моя рыбалка подходит к концу. Сейчас хочу вам показать пол. Я в начале видео вам его показывал, что я сделал пол свой. И сейчас покажу его испытание, потому что он... И я приехал, вода везде была, текла. И с утра подморозило. Ну, вот как его состояние, протек он, не протек. Вот. И через неделю ждите как раз ее выпуска. Я покажу, из чего я делал, из каких компонентов, как клеил. Вот. Сейчас пол покажу, а потом улов. Ну, смотрите, вот это сухая часть. Здесь я не ловил, здесь у меня палатка стояла. Все нормально. Вот. Липучка не промокла. Все отлично, между швами. Вот. ПВА держится, клей нормальный. И здесь вот единственное, что он черный. Если не смущает цвет, то можно делать себе в палатку. Вот. Это вода, то, что из лунок попадает на него. И сейчас я его буду собирать, этот пол. Итак, ребят, пол, мне кажется, полностью выдержал свое испытание. Мне очень понравился, буду им пользоваться. Найду из EVO материалов, сниму видео из EVO материалов. Полная себестоимость пола у меня получилась 4200, потому что 80 сантиметров рулона ПВА ленты, которые за 1000 рублей, 80 сантиметров осталось, поэтому минус 800 рублей, 4200 его себестоимость. А теперь итоги рыбалки. Ну, я половил, мне вполне достаточно. Ну, килограмм 8 я точно поймал. Сейчас покажу вам свой улов. Вот, смотрите. Вот такие большие подлещики. Ночью и утром вышли. Вот, есть, конечно, и поменьше. Есть и побольше. Вот. И плотва. Плотва неплохая, с утра поклевывала. Так что я рыбалкой полностью доволен. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Кому понравилось, подписывайтесь. Фух, я собираться и домой. Клев стих.